Я приветствую вас на моем канале, меня зовут Александр, и сегодня распаковка и обзор посылок с товарами из Китая и Северной Америки. В мятой картонной коробке и без розничной упаковки, я уже ее вскрыл, посмотрел, а просто вот в пупырчатой пленке за 1 месяц из Китая в Беларусь доставлен с отслеживаемым трек номером гейзерная кофеварка, она же итальянская кофеварка, она же Мока. Приобрел за $12,5, оценили в $7,68. Из 4 предложенных лотов кофеварки объемом от 100 до 450 мл я выбрал оптимальную для меня объемом сграненный стакан 200 мл. Подобную посуду в Минске найти не очень просто, как-то не пользуется популярностью у продавцов на рынках, но в магазине хозтоваров Йорк нашел подобную из нержавеющей стали объемом 300 мл за 41 рубль 85 копеек белорусских, это около $20 США. Разница небольшая, можно было не извращаться и купить у себя в городе. Все равно все они изготовлены в Китае. По качеству изготовления, в принципе, вопросов нет. Здесь есть винт, можно снять ручку вместе, наверное, с крышкой. Крышка, кстати, тоже привинчена. Здесь силиконовое такое кольцо. И вот эта ситечка еще одно. Я уже помыл, капли воды тут есть. Тщательно помыл. Да, вот эта вот трубка, куда поступает уже готовый кофе. Вот это просто вставляется без силиконовых различных прокладок. Сейчас пойду приготовлю кофе, оценю его вкусовые качества, ну и сравнивая, конечно, с привычной для нас туркой. Высота нижнего контейнера для воды 80 мм. Вот эта ситечка и вот эта трубка, она практически достает до дна. Воду добавляем только по ниппель, вот столько. Вес контейнера 104 грамма. Воды налил по ниппель, и здесь объем воды составляет 210 мл. То есть, как и заявлено, гейзерная кофеварка на 200 мл воды. Глубина вот этой чаши с ситечком буквально 22 мм. Объема этого ситечка хватит, чтобы положить сюда миллилитров 10, наверное, даже 15 молотого кофе. Поверх очень плотно мы закручиваем вот этот контейнер, чтобы здесь не образовалась щель и не выходил отсюда пар. И ставим на плиту. И в моей варочной поверхности Henkel есть очень удобная передняя такая конфорка, как раз для кофе. Она маленькая. Весь процесс приготовления кофе в гейзерной кофеварке объемом 200 мл занимает до 3 минут. Ну вот уже готовый напиток из 2 отверстий заполняет верхний контейнер. Ну и что очень удобно в этом варианте приготовления кофе, кофе от вас никуда не сбежит. Пожалуй, все готово. Объема 200 мл хватит для заварки кофе или одному славянину, или 2 немцам. Как-то так. После приготовления в этом ситечке остается жмых, вот такой спрессованный в брикетике. Но кофе очень вкусный, очень насыщенный и очень крепкий. То есть, если вам достаточно кофе именно на такую чашку или на 2 такие, то в принципе эту кофеварочку я вам настоятельно рекомендую для всех ценителей кофе. А мы переходим к следующей посылке. Погнали! Шорты для велосипедных прогулок от производителя Santic прикупил на Алиэкспресс в официальном магазине. Мне трудно называть китайские вещи брендовыми, это как название моего канала The Below House считать брендом. Бренд — это то, что знают жители всей планеты, и в любом случае это имя не из Китая. Santic, вероятно, знакомы только несколько тысяч пользователей бюджетной китайской спортивной одежды. У них есть свой собственный сайт, официальные магазины на некоторых интернет-площадках. Ссылки я размещу в описании этого видеоролика. Шорты на моей покупке стоили $16.82. Предлагаются азиатских размеров от M до 3XL. И в 2 цветах, черные и серые. Насколько они реально черные и серые, не могу сказать.
Артикул КС-008, как указано на сайте с лотом. Почтовый пакет доставили из Финляндии в Беларусь за 50 дней с отслеживаемым трек-номером. Оценку занизили до $6.70. Вероятно, это реальная цена товара. Шорты упакованы в пластиковый пакет с зип-замочком, на котором указано имя производителя. И также его координаты с QR-кодами, сайтами. На мой отечественный размер 50 выбирал себе шорты азиатского размера L. Так, артикул КС-008H, Сантик. Мужские велосипедные шорты стоят 215 юаней. На ней также дублируются координаты изготовителя, выпускаемая продукция и просьба оценить товар не ниже 5 звездочек. На поясе пришита широкая резинка, также с именем Сантик. Изнутри к резинке пришиты вот такие ярлычки, на котором указан размер азиатский L, американский M, или 175 рост и 78А, я так понимаю, какой-то объем чего-то. Здесь также указан состав ткани. 92% полиэстер, 8% спандекса и правила ухода за этой тканью на нескольких европейских языках. Шорты аккуратно пошиты из тонкой тянущейся ткани с перфорацией. В принципе, вот она такая в сеточку. Между ног также аккуратно пришит памперс из мягкой, приятной на ощупь бархатистой ткани синего цвета, который имеет такие вот вставки из силикона. На попе они потолще, спереди практически их нет. А на нем есть тиснение Cool Max. Здесь на ногах внизу резинок нету, резинка только широкая на поясе. Ширина в поясе получается где-то сантиметра 33. Высота по бедру 30 сантиметров. Высота в пахе 34 сантиметра. И ширина внизу по ноге 27 сантиметров. Я ношу их под спортивные шорты, сверху еще одеваю. И в принципе сидят они на мне очень так свободно, легко. То есть на 50 размер самое то. Сегодня 26 апреля я открыл велосезон и первый раз оделся в шорты с памперсом. Я однозначно рекомендую. Вот, кататься гораздо удобнее. Несмотря на то, что у меня широкое сиденье. Лишним не будет. Вот такой желтый конверт с товаром доставлен из США в Беларусь всего за 2,5 недели. Прибыл конверт без отслеживаемого трек-номера. И кто не в курсе, существует международный сайт ebay.com и несколько его местных версий, в том числе немецкая, английская, русская, некоторые другие. Так вот, основной вид деятельности — это интернет-аукционы и интернет-магазины. Эти площадки являются, наверное, эльдорадо для коллекционеров. Мой товарищ имеет несколько коллекций, в том числе он собирает советскую военную атрибутику. Петлицы и шевроны всех родов войск, солдат и офицеров. Есть подобный российский аукцион Мешок.нет, там он тоже покупает. В этот раз заказал шеврон солдата вроде бы пограничных войск за $4.94 с оплаченной доставкой. Прибыл товар из США, судя по марке и адресу, ТТТ какой-то Maple Avenue. Запечатан просто... Не знаю, кто-то запечатал или он продублировал еще скотчем. Ну, попробуем вскрыть. Внутри еще один конверт, который также запечатан скотчем. И здесь всего лишь один шеврончик. Ну, не знаю, насколько он пограничных войск. Я думал, он будет зеленый. Здесь уже он такой ярко-синий. Цена 72 копейки. 0 рублей 72 копейки. Я думал, это китайская подделка, но сейчас я в этом сомневаюсь. Тут что-то такого ХБшной ткани. Но он тонкий. Это солдатский шеврон.
потому что здесь вот такая вот пластиковая часть не вышитый. Кстати, бывают редкие экземпляры, которые существуют в ограниченном количестве. Например, шевроны пограничных конных отрядов, которые стояли на охране южных рубежей Советского Союза. И стоят они по несколько сотен долларов. Ну, конечно же, этот товар заинтересует только фантиков. Ну, если что, ссылка под видеороликом. Сегодня два таких удачных, полезных товара для моего организма были. И на велике покатался, и чашку кофе выпил. Все ссылки будут в описании, поэтому я рекомендую их покупки. Но вы подписывайтесь на канал, оценивайте этот и другие мои видеоролики. И, конечно же, до встречи на канале. Обязательно скоро увидимся. Пока!